Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о малине. Что мы знаем о ней? Малина – это малина. Необыкновенная ягода. Вкусная и ароматная. Ягода малина с детства нас манила. Ягода малина в гости звала. Для многих малина – это прежде всего сладкий вкус безоблачного детства, бабушкино варенье и колючие кусты у забора. А кто малину собирал, знает, малина вкусная, а собирать ее непросто. Постоянно она колется, а ягоды малинки, как шустрые мальчишки, играют в прятки, да и срывать их надо осторожно, не торопясь, чтобы не быть полностью в малиновом соке. А если все не съел и домой кое-что принес по поручению мамы, комната наполняется ароматом. И хорошо бы варенье приготовить из малины на зиму. Зимой малина совершает свое главное волшебство, когда за окном беснуется вьюга, а стекла покрываются морозными узорами, и не дай бог кто-то простудился, мы достаем ту самую заветную баночку малинового варенья. Стоит только приоткрыть крышку, и по кухне разливается запах июльского полдня. И чай с малиной становится не просто лекарством от простуды, а настоящим билетом в лето. Каждая ложка этого варенья возвращает нам солнечный свет и выздоровление, и то самое ощущение безмятежности, которое бывает только в детстве. И на самом деле хотелось бы узнать о ней побольше. Откуда она такая чудодейственная волшебная ягода малина? Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим о ней поподробнее. Поехали! А вы когда-нибудь задумывались, почему она называется именно малиной? У филологов есть версия, что корень слова родственен слову «малый», ведь ягода состоит из множества крошечных зернышек-костянок. Хотя, называя малину ягодой, мы все совершаем маленькую научную ошибку, ставшую привычкой. На самом деле, с точки зрения ботаники, плод малины – это многокостянка. Если вы возьмете одну малинку и внимательно ее рассмотрите, то увидите, что она состоит из множества крошечных, плотно сросшихся между собой плодиков. Каждый такой сегмент – это миниатюрная костянка, внутри которой прячется микроскопическое семечко. По своему строению один такой сегмент идентичен сливе, вишне или персику, просто он очень маленький. Именно благодаря своему строению малина занимает почетное место в огромном семействе разоцветных. В этом семействе у малины есть своя веточка, свой собственный род, который ботаники называют рубус. И надо сказать, родственники у нашей героини подобрались один интереснее другого. Род рубус насчитывает сотни видов, разбросанных по всему земному шару. Самый близкий и известный родственник малины – это ежевика. Они как сестры-близнецы, но с разным характером. Ежевика мощнее, колючее, ее ягоды черны, как южная ночь. А главное отличие в сердце. Если у малины при сборе ягода легко соскальзывает с белого конуса цветоложа, оставаясь пустой внутри, то ежевика забирает это донышко с собой. Но на ежевике родственные связи не заканчиваются. В этом же роду числится морожка, царская ягода северных болот. Она похожа на золотисто-оранжевую малину, которая вдруг решила поселиться в суровой тундре. Морожка – это пример того, как далеко на север смогли зайти родственники малины, научившись выживать там, где другие растения гибнут от голода. А на другом краю света, в лесах Дальнего Востока, растет еще одна сестрица – княженика или поляника. Ее ягоды по вкусу напоминают смесь малины и ананаса, а аромат считается одним из лучших в мире растений. В роду рубус также живет костяника с ее крупными прозрачно-красными плодами и кислым вкусом, и даже экзотическая черная малина из Северной Америки, которая сочетает в себе внешний вид ежевики и структуру малины. Малина – растение-многолетник, а вот ее надземные стебли живут всего 2 года. Это своеобразная эстафета, который куст передает сам себе из сезона в сезон. Малина обладает извилистым деревянистым корневищем, от которого отходит сеть придаточных корней. Основная их масса залегает неглубоко, всего в 10-30 см от поверхности. Это делает малину очень зависимой от влаги, но зато позволяет ей мгновенно реагировать на тепло. На этих корнях расположены придаточные почки, из которых выстреливают побеги замещения и корневые
корневые отпрыски. Именно благодаря такому строению малина способна буквально переползать с места на место, завоевывая новые территории. Благодаря своей способности путешествовать под землей, малина стала одним из самых успешных колонистов нашей планеты. Ее ареал, то есть территория обитания, поистине огромен. Она чувствует себя как дома практически во всем северном полушарии, от берегов Атлантики до Тихого океана. Евразийский континент малина покорила почти полностью. Ее можно встретить в лесах Скандинавии, на склонах Альп и Карпат, в гуще сибирской тайги и даже в Гималаях на высоте до 3000 метров. Она не боится холода. Благодаря своим мощным корням и двухлетнему циклу малина заходит далеко на север, доходя до самой границы тундры. В России ее ареал охватывает почти всю европейскую часть и огромные пространства Урала и Сибири. Но малина – это не только северная душа. Она успешно освоила и Северную Америку, где ее дикие родственники растут от Аляски до Мексики. А благодаря человеку малина пересекла экватор и теперь прекрасно чувствует себя в Новой Зеландии и некоторых регионах Южной Америки. Почему же ей так легко завоевывать территории? Секрет в ее стратегии – первопроходца. Малина обожает нарушенные земли. Если в лесу случился пожар, обвал или вырубка, малина будет первой, кто придет на это пепелище. Своей мощной корневой системой она буквально сшивает поврежденную почву, создавая защитный слой для других растений. Ее семена переносятся птицами и животными на огромные расстояния, а попав в землю, могут ждать своего часа годами. Надземная часть, как мы уже знаем, живет в двухлетнем ритме. Стебли первого года сочные, зеленые, часто покрытые нежным пушком или острыми шипами, видоизмененными выростами коры. Шипы направлены вниз, что помогает длинным побегам цепляться за соседние растения и тянуться к свету. Еще эти колючки – способ защиты драгоценного нектара и сочных плодов от тех, кто хочет полакомиться ими раньше срока. Разоцветные умеют защищать свою красоту и сладость. На второй год стебель меняет облик. Кора коричневеет, древесина становится тверже, и из пазушных почек появляются плодовые веточки, латералы. Листья малины сложные, состоят из 3-7 листочков, сверху темно-зеленых, а снизу беловатых из-за мелкого ворса. Эта серебристость с нижней стороны листа – защита от избыточного испарения влаги. Когда малина склоняет свои верхушки под тяжестью ягод, эти листья превращаются в зонтики, которые прячут плоды от палящего солнца и проливных дождей. Цветки малины собраны в небольшие кисти. У каждого цветка множество тычинок и пестиков, расположенных на выпуклом цветоложе. Каждый пестик после опыления превращается в крошечную сочную костянку, и вместе они срастаются в сложный плод-многокостянку, которую мы так ценим. Малиной в лесу довольны все, от крошечных насекомых до лесных исполинов и, конечно, нас, людей. В экосистеме леса малина играет роль великого кормильца. Ее цветение – это настоящий пир для пчел и шмелей. Малиновый нектар обладает удивительным свойством. Он выделяется даже в прохладную, пасмурную погоду, когда другие медоносы молчат. Но главные ценители лесной ягоды – это, конечно, лесные жители. Для медведя малинник – это важный этап подготовки к долгой зиме. Медведи могут часами пастись в зарослях, аккуратно слизывая ягоды. Не отстают и птицы. Дрозды, свиристели, зарянки разносят семена малины на многие километры, помогая растению завоевывать новые опушки. Даже лесные мышата и ежи не прочь полакомиться опавшими сочными костянками. Для человека же лесная малина – это совершенно особый опыт, который не сравнится с садовым сбором. Лесная малина мельче садовой, но ее аромат концентрирования. Она впитала в себя дух дикой земли, чистоту дождевой воды и энергию солнечного света, пробивающегося сквозь кроны деревьев. Пусть не крупная, зато какая ароматная, пусть и с небольшой кислинкой, но она ее не портит. Человек положил глаз на малину еще на заре своей истории. Это была любовь с первого взгляда, или скорее с первой съеденной горсти. Первобытные люди, кочуя по лесам, быстро поняли: там, где земля была потревожена огнем или обвалом, вскоре вспыхнут рубиновые искорки. Малина
дарила энергию и исцеление задолго до появления врачей. Но по-настоящему человек решил приручить эту лесную красавицу лишь несколько столетий назад. Сначала это были просто перенесенные из леса к стенам монастырей дикие кусты. Монахи-травники в Европе и на Руси первыми заметили, если за малиной ухаживать, вовремя подрезать ее и поить водой, она откликается невероятной благодарностью. Ягоды становились крупнее, а шипы чуть менее свирепыми. Шли века, и интерес человека к малине только рос. Люди научились скрещивать разные виды, отбирать самые сладкие и крупные ягоды. Началась эпоха великой селекции, когда на смену случайным находкам в лесу пришли осознанные эксперименты. Первые серьезные шаги в селекции были сделаны в Западной Европе в 17-18 веках. Садоводы Англии и Франции начали отбирать из дикой популяции кусты с самыми крупными плодами и необычной окраской. Именно тогда в садах начали появляться первые желтоплодные формы, которые ценились как экзотическое украшение десертных столов аристократии. Но настоящий прорыв произошел, когда люди научились скрещивать разные виды. Например, селекционеры стали сводить вместе европейскую аристократку с ее тонким ароматом и американскую дикарку, обладавшую невероятной мощью роста и выносливостью. Это позволило создать сорта, которые не только давали крупные ягоды, но и могли противостоять болезням, которые раньше губили целые малинники. В России это дело приобрело особый размах. Великий Иван Владимирович Мичурин, биолог и селекционер, в начале 20 века искал способы сделать малину еще более устойчивой к суровым морозам. Его дело продолжили советские, а позже и российские ученые, создав уникальные селекционные школы. Особое место в этой истории занимает академик Иван Васильевич Казаков. Именно он и его ученики сотворили настоящее чудо. Превратили малину в растение будущего. Они научили ее плодоносить на однолетних побегах, создавая ремонтантные сорта. Это полностью изменило технологию выращивания. Теперь садоводы могли просто скашивать малину под корень на зиму, избавляясь от вредителей и забот о вымерзании стеблей. Особое место занимают школы СНГ и Балтии. Украинские селекционеры научили малину не бояться засухи, создав сочный феномен. В Беларуси упор сделан на чистый урожай и мощный иммунитет сортов Аленушка и Знатная. Казахстанская школа закалила малину под палящим солнцем, а балтийские мастера из Добеля адаптировали ее к прохладному северному лету. В Шотландии институт Джеймса Хаттона установил промышленный стандарт. Знаменитая серия Глен – это эталон технологичности. Шотландцы первыми избавили малину от шипов и научили ягоду не мяться при перевозке на тысячи километров. В то же время американская школа сделала ставку на гигантизм и эксперименты, подарив миру ежевично-малиновые гибриды и сорта тутаймеры, плодоносящие дважды за сезон. А швейцарская страсть к аромату и польская надежность сорта Полька, Полана создали ароматные выносливые сорта. И ученые-селекционеры обмениваются генами и технологиями, стирая границы. Благодаря этому невидимому труду малина в наших садах превратилась из двухнедельного летнего гостя в бесконечный праздник вкуса, который длится с июня до самого ноября. Сегодня селекция малины идет по нескольким направлениям, и каждая из них по-своему удивительна. Транспортабельность. Ученые создали сорта с плотной костянкой. Такие ягоды не превращаются в кашу в кузовке, а сохраняют форму даже после долгой дороги из сада на рынок. Бесшипность. Мечта любого сборщика. Появились сорта с абсолютно гладкими стеблями. Теперь малина больше не кусается и не играет в прятки так свирепо, как ее лесные предки. И часто можно услышать, что малина уже не та, красивая, крупная, а того самого лесного духа в ней нет. И в этих словах есть доля правды, но за этим уже не та стоит интересное столкновение технологии и природы. Дело в том, что современная селекция долгое время шла по пути промышленного прагматизма, чтобы малина доехала из фермерского хозяйства до вашего стола в красивой коробочке, а не в виде лужи сока. Ученым пришлось сделать ягоду плотной, кожистой. В погоне за размером и транспортабельностью гены
гены, отвечающие за тот самый тонкий летучий аромат, иногда уходили на второй план. Промышленная малина часто пьет много удобрений и растет на гидропонике, что делает ее водянистой по сравнению с той, что выросла на солнечном пригорке в лесу. Но малина не та еще и потому, что мы стали другими. В детстве любая ягодка, сорванная в колючих зарослях после долгого дня, казалась нектаром богов. Эффект бабушкиного сада — это не только сорт, это атмосфера, отсутствие суеты и то самое предвкушение праздника. И, конечно, за малиной в саду необходимо ухаживать, чтобы ваш малинник не превратился в колючие джунгли, а стабильно радовал рубиновым урожаем. Да и к тому же важно понимать разницу в воспитании обычной и ремонтантной малины. К садовой летней малине требуется классический подход. Поскольку ее стебли живут 2 года, главная задача – вовремя проводить ротацию. Сразу после сбора урожая в июле все побеги, на которых были ягоды, нужно вырезать под самый корень. Они больше не понадобятся и будут только забирать свет у молодых побегов этого года. Оставляйте 5-7 самых крепких молодых стеблей на куст, а лучше и подвязать для удобства, убрав нижние листочки. Так ягоды будут купаться в солнце и меньше будет вредителей, больше вентиляция. А ремонтантной малине необходимо радикальное обновление. С ней все гораздо проще и интереснее. Поскольку она плодоносит на побегах текущего года, лучшая стратегия – полная осенняя обрезка. Когда ударят первые морозы и стебель окончательно угаснет, просто скосите всю надземную часть под ноль. Это избавит вас от зимующих вредителей и болезней без всякой химии. Весной из-под земли выйдут новые, чистые и сильные побеги, которые к осени снова покроются ягодами. И самое главное, не садите обычную ремонтантную малину вперемешку. Это верный способ лишиться и того, и другого урожая, превратив сад в бесконечную головную боль. Мы уже говорили о том, что малина – агрессивный переползающий колонист. Если их корни переплетутся, вы больше никогда не поймете, где чей отпрыск. А поскольку способ обрезки у них диаметрально противоположный, вы окажетесь в ловушке. Скосив все под корень осенью, вы нечаянно уничтожите 2-летние побеги летней малины и останетесь без ягод в июле. А если оставите стебли, то ремонтантная малина превратит малинник в непроходимые дебри, начнет болеть и мельчать. Летняя малина хочет отдыхать и готовиться к зиме уже в августе, а ремонтантная в это время находится на пике формы. Ей нужны силы, полив и подкормки, чтобы выдать урожай к осени. Пытаясь угодить обоим, вы либо перекормите одну, либо оставите голодной другую. Посадите их по разные стороны участка и наслаждайтесь малиной долгое время. Помните, и те сорта малины очень отзывчивы на заботу. Уделите ей немного времени весной и осенью, и она отблагодарит вас тем самым волшебным ароматом, который наполнит ваш дом теплом и уютом. Ее необходимо поливать. Малина большая водохлебка, ее корни расположены неглубоко, поэтому почва должна быть всегда умеренно влажной, особенно в период цветения и налива ягод. Она обожает органику. Мульчирование перегноем или скошенной травой – лучший подарок для кустарника. Мульча удержит влагу и даст корням необходимое питание. И малина не терпит тесноты. Обеспечьте ей хорошее проветривание, и тогда грибковые болезни обойдут ваш малинник стороной. Вообще интерес человека к малине сегодня не ограничивается только цветом и размером плода. Ученые ищут в ней эликсир молодости. Современные лаборатории работают над тем, чтобы повысить содержание в ягодах витаминов, микроэлементов и того самого природного аспирина, который делает малину такой чудодейственной. Именно наличие природного аспирина, салициловой кислоты, делает малину не просто лакомством, а настоящим природным антибиотиком. Но польза этой ягоды гораздо глубже, чем просто помощь при простуде. Малина – это сложнейший биохимический коктейль, в котором каждый ингредиент работает на наше здоровье. Прежде всего, малина – это чемпион по содержанию антиоксидантов, антоцианов и флавоноидов. Эти вещества – настоящие телохранители наших клеток. Они замедляют процессы старения, защищают сердце и сосуды, а также помогают организму бороться с воспалениями. В отличие от многих других фруктов, малина сохраняет большую часть своих полезных свойств даже после термической обработки. Вот почему то самое бабушкино варенье из нашего вступления действительно работает. Для тех,
кто заботится о красоте, малина незаменимый помощник. Благодаря высокому содержанию витаминов группы В, С и Е она поддерживает упругость кожи и укрепляет иммунитет, а наличие меди делает ее отличным средством против стресса и хандры. Медь входит в состав большинства современных антидепрессантов, а в малине она находится в самой легкоусвояемой форме. Нельзя забывать и о клетчатке. Крошечные косточки, те самые зернышки-костянки, о которых мы говорили, работают как мягкий природный веник, очищая наш кишечник и улучшают пищеварение. В народной медицине полезной считается не только ягода. Листья малины содержат больше витамина С, чем сами плоды. Чай из ферментированных листьев – это эликсир бодрости, который очищает кровь и придает сил. Малина – это редкий пример того, когда аптека растет прямо у вас под окном, благоухает на все лето и дарит выздоровление через удовольствие. И несмотря на то, что варенье остается золотым стандартом, возможности этой ягоды в кулинарии безграничны. Современные шеф-повара и опытные хозяйки давно вышли за рамки десертного стола, используя малину как изысканный акцент в самых неожиданных блюдах. Она великолепна в виде соусов и конфитюров, а если добавить в малиновое пюре немного острого перца или трав, получится незабываемый топпинг для сырной тарелки. Из нее делают нежнейшие муссы, пастилу, мармелад и сорбеты, которые сохраняют свежесть ягоды даже в разгар зимы. Малина – королева напитков. От классических морсов и киселей до домашних наливок, ароматного вина и изысканного малинового уксуса, который превращает обычный салат в шедевр. Многие замораживают ягоды целиком или перетирают с минимальным количеством сахара, чтобы сохранить живой аромат июльского дня. Малина способна превратить любой прием пищи в маленький праздник. Эта ягода обладает удивительной способностью возвращать нас в состояние равновесия. Когда ритм современной жизни становится слишком быстрым, простое занятие, неспешный сбор малины в тихом саду действует лучше любой медитации. Вы замираете, прислушиваетесь к шороху листьев, аккуратно касаетесь рубиновых костянок, и в этот момент все тревоги отступают. Малина учит нас бережности. Она настолько хрупка, что требует от нас нежного обращения, напоминая о ценности каждого мгновения. В конце концов, малина – это квинтэссенция любви природы к человеку. Она не только кормит и лечит, она радует глаз своей совершенной формой и дарит вдохновение поэтам и художникам. Сколько было написано песен, и где только не упоминается малина в литературе. Каждый раз, когда мы открываем баночку варенья или срываем свежую ягодку, мы прикасаемся к настоящему чуду, которое природа создавала миллионы лет. Да и как мы узнали, и человечество приложило свою руку. И малинки круглый год лечат наше тело и душу. Ведь пока в наших садах и в лесах под листочками-зонтиками играют в прятки шустрые ягоды, на нашей планете всегда будет место для маленького праздника и большого тепла, как летом, так и зимой, с баночкой малинового варенья. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.